Здравия желаю, товарищи варгеймеры, ожидающие нашу сломанную стрелу. Не так давно мы заявили на все многотысячное российское комьюнити варгейма о начале работ над четвертой частью так полюбившейся всем трилогии, созданием которой мы занялись самостоятельно. Для реализации сломанной стрелы мы учли самые значимые критерии успешности РТС образца 2019 года. Ключевую роль, естественно, играет геймплей. Детально мы его рассмотрим далее. На втором месте стоит качество исполнения. В игре все должно быть исполнено на максимально достижимом для нас качественном уровне, ведь игра — это цельный продукт, и прокол любой из подсистем разрушит весь игровой опыт. Как известно, дьявол кроется в деталях. Графика, звуковое и музыкальное сопровождение, игровой баланс и стабильное подключение – вот на что в первую очередь обратят внимание игроки. Мы постараемся соблюсти тонкий баланс между качеством и производительностью, и по результатам первых игровых тестов проведем необходимые оптимизации. Мы заранее позаботились о серверах и, запустив игру, будем работать над тем, чтобы сообщество наших игроков только увеличивалось, не допуская падения онлайна в соревновательных режимах. Третье место занято сообществом. С нашей стороны это означает организация качественной технической поддержки, поддержание постоянного уровня интереса, турниры, события, а также мотивация к совместным действиям и объединениям в лиги и кланы. Выводы из болезни Wargame Red Dragon сделаны. Вернемся к самому главному и рассмотрим подробно геймплей. Конечный продукт – положительный игровой опыт. Цель любой игры – при минимальных трудозатратах игрока принести ему большие эмоциональные награды. Цель же игры стратегической, тем более проходящей в режиме реального времени, как наша сломанная стрела, не просто развлечь, а увлечь за собой. Эмоции идут рука об руку с выработкой условных рефлексов. Повторение одной и той же эмоции, появляющейся в связи с определенным событием или объектом, со временем превращается в эмоциональную предрасположенность к этому событию. Игривое расположение духа, которое мы хотим вызвать у игрока, долгосрочное последствие эмоций, испытанных во время игры. Игра должна вызывать у игрока положительные эмоции, это крайне важно. На первый взгляд, в Wargame Red Dragon нет ничего привлекательного. Какие-то иконки, таблички юнитов по всей карте, какие-то рамочки. Но что на самом деле? На самом деле присутствует та самая магия РТС, или даже точнее варгеймов, когда положительные эмоции от динамичной игры складываются с интеллектуальным удовлетворением от планирования и исполнением стратегического плана. Помимо эмоций, мотивация играть достигается, например, признанием заслуг игрока, система рейтингов и лиг, социальная составляющая, подталкивающая объединяться как во временные команды на одну катку, так и в полноценные кланы, совместными походами в бар, почему бы и нет. Таблица лидеров на самом видном месте – лицезреть себя, свой клан, в топах ранкеда, быть лидером. Это все достигается через замысловатый геймплей, который создает эмоциональное вовлечение игрока, то есть самовыражение, самоутверждение через игру, если угодно. Для игроков знание их текущего статуса и прогресса в игре, осознание собственной крутости не менее важно, чем знанием своей следующей внутриигровой цели и методов ее достижения. В то же время игра не должна сжимать геймплей в несколько кликов, а иногда должна заставлять потеть. При создании нашей игры мы руководствовались следующими принципами геймдизайна, призванных дать игрокам ощущение воплощения их желаний, явных и скрытых. Первое – соревновательность. Самые лучшие РТС – это те, которые ставят игрока в такие условия, что ему нужно проявить максимум своего таланта и воображения, чтобы выиграть у соперника. Ни донат, ни скорость реакции, ни расположение звезд не имеют решающего значения в соревновательных играх, только знание игровых механик и собственная скорость мышления. Второе – социальность. Когда победа достигнута, поле боя исчезает, и с ним все успехи. Игрок должен постоянно быть вовлеченным во что-то более глобальное, что-то, что не исчезает с выходом в главное меню. Только живое сообщество культурных и профессиональных игроков дает стратегическим играм вечную жизнь. Посмотрите на серию Age of Empires, воскрешенную издателем спустя почти 15 лет, и на более благополучную в этом отношении StarCraft. Быть частью такого сплоченного и опытного сообщества и побеждать в играх – это уже достижение. Третье. Прогнозируемость. Следует из соревновательности. В РТС решает знания и умения, а все случайные факторы должны быть сведены к минимуму. В цепи анализ, план исполнения нет места броску кубиков. Конечно же, нельзя полностью избавиться от случайностей, иначе игра станет предсказуемой, а это уже отрицательное качество. Кроме детерминированности, прогнозируемость плотно связана со скоростью реакции игрока, а также задержкой исполнения различных действий. Пример.
Просто гениальная атака с окружением местности и вылет глобов самолетов со стороны противника гарантированно приводит к 10-секундному обнулению прорвавшегося игрока. Решающий перевес не может быть получен в секунду, иначе пропадает горизонт планирования. Это одна из основных проблем текущего варгейма Red Dragon. Четвертое. Динамика. Проявляется в таких понятиях, как темп и фазовость. Не путать с фазами А, Б и С из стальной дивизии. Темп нужен, чтобы игроки могли сами разрушить стартовую симметрию ресурсов и расположения, которые свойственны всем соревновательным играм, без явного вмешательства часов, фазы в стальной дивизии, случая, случайные события или правил, асимметричные режимы боя. Фазовость проявляется в периодичности подсистем урона и здоровья. За фазой быстрой лобовой атаки последует фаза занятия позиций, а после – фаза починки и подкрепления. Хотя сами фазы известны, время, место и длительность их проведения зависит только от воли игроков. Комбинации игровых механик служат для достижения игроком заданных целей. Да, мы можем погнаться за реализмом и убрать все виды ремонта, сделать систему танковых боев, убрать ХП, все как в стальной дивизии, но играть в это будет скучно, и с этим ничего не поделать. Пятое. Фокус. Один главный режим. Соревновательный командный захват и удержание. Дальнейший рост в ширину, новые режимы, будет происходить только при соответствующем росте пользовательской базы, чтобы не снижать плотность сетевых боев. Рост в глубину, новые карты, юниты, стороны, компании, моды не должен никоим образом пересекаться с основным режимом. Новые юниты идут сначала в кампанию и казуальный режим, новые карты в пул карт для дружеского кооператива, стороны в оффлайновые сценарии, и только показав себя достаточно востребованными и сбалансированными, изменения ежеквартально в киберспортивный сезон будут переходить в основной режим. Таким образом, любой соблазн уйти вправо или влево в дизайне Broken Arrow проверяется на прочность только одним параметром – направлением влияния на геймплей. Положительная механика или предложение внедряется, отрицательная беспощадно выпиливается, нейтральная выпиливается до лучших времен, ибо зачем усложнять и без того непростую игру. Грамотная комбинация таких механик, небольших элементов случайности, унаследованная от жанра реиграбельности и постоянное наполнение контентом даст в результате игру, которая не может надоесть. Несмотря на то, что мы понимаем важность историчности и реалистичности в жанре варгеймов, мы оставляем себе достаточно широкое пространство для маневров. Например, путем внедрения различных боевых прототипов, которые не пошли в серию, но были в железе и даже двигались и стреляли на полигоне. С другой стороны, для того, чтобы игра не превратилась в помойку из несбалансированных прототипных коробок и с кучей дополнений, а каждая из которых лучше предыдущего, чтобы их покупали, мы разработали новую систему распределения юнитов по декам и их специализациям, задача которой увеличить разнообразие пользовательских армий, боевых тактик и стилей. Хоть лопните, вы не сможете взять все прототипы в одну армию, как это обстоит сейчас. Таким образом, мы прекрасно понимаем ту магию варгейма, которая намертво цепляет невидимым крючком фанатов, заставляя их вновь и вновь идти в бой. Наиболее активных и целеустремленных мы пригласили участвовать в создании сломанной стрелы, а ведь это самые ценные для нас кадры, потому что они в общем и целом знают, чего хотят от новой военной стратегии в любимом жанре, и что даже более важно, знают, чего они не хотят ни в коем случае. Мы подошли вплотную к нашей мечте, обучались, проделали огромную работу и, наконец, достигли значительных успехов самостоятельно, далеко продвинулись в налаживании процессов создания карт, моделей, анимаций. Сейчас все усилия сосредоточены прежде всего на создании работающего прототипа, а затем на постепенный ввод игровых механик, не за горами и первый выход на международную аудиторию. А работа львиной доли команды сейчас направлена на разработку, откровенно говоря, своего внутреннего движка. Да. Unity, как и планировалось, будет отвечать за визуальную составляющую, в то время как работа с игровым состоянием и сетью будет вынесена отдельно. Разобрав по полочкам Red Dragon, а попутно еще с десяток источников, и проанализировав то количество ошибок, которые допущены разработчиками, мы делаем все возможное, чтобы избежать их уже сейчас. Мы также существенно переработали изначальную игровую модель, чтобы впоследствии не пришлось отказываться от обещаний или спешно перекраивать движок за неделю до беты. Так или иначе, мы своего добьемся, медленно, но верно продвигаясь вперед. Дан зеленый свет помощи в формате инвестирования в нашу компанию со всем юридическим оформлением. Большой проект с большим будущим. Только объединение дает результат, но один в поле воин — это только в сказках.
Конечная цель нашего проекта – создание полноценной игровой студии, обеспечивающей стабильную работу Broken Arrow и развивающей жанр военной стратегии, изрядно испорченной всевозможными низкокачественными поделками на эту тему. Наконец, мы очень ценим вашу поддержку и помощь нашему проекту, она нам очень важна. Мы вплотную подошли к тому этапу, когда нужно привлекать профессионалов для выполнения конкретных работ. Это сократит наше время на пути к релизу и обеспечит требуемый рост производительности труда. Сами мы работаем, не покладая рук, за идею, бесплатно. Это нелегко, но очень интересно и здорово. Я прекрасно понимаю, что люди, которые со мной сейчас работают, подчеркиваю, бесплатно, за идею, это самые важные люди на Земле. Я бесконечно благодарен Артуру, Святославу, Рустаму, Александру и Максиму, а также многим другим ребятам, которые просто взяли все свое свободное время и посвятили его нашему общему делу, нашей общей игровой студии. А еще, может, это и не в тему, но хотелось бы с вами поделиться. 28 декабря у меня родился сын. Я уволился с работы в найме, чтобы не тратить время на ерунду, и теперь работаю над нашей общей мечтой. Так что сомнений в серьезности моих намерений или в том, что в ближайшие 2-3 года я буду заниматься этой любимой работой, которая приносит мне столько удовольствия, быть не должно. Вся доступная на данный момент информация по Broken Arrow содержится в официальной группе ВКонтакте и выкладывается в первую очередь именно там. Напоминаю, что каждому неравнодушному, пожертвовавшему нам более 1000 рублей, доступ на ЗБТ и игра в подарок за оказанное нам доверие. Мы это очень ценим. До новых встреч, дорогие друзья, они у нас будут обязательно. Хочется показать вам нечто большее, чем просто диаграммы или голый исходный код.